Ну вот, господа, что у нас в итоге получилось. Как видите, все точно. Здесь мы потом сделаем обрезку. Сейчас начнем склеивать края. Давайте мы положим сейчас фишечки. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Потом мы это все, естественно, покроем лаком, саму доску. Ну что ж, как вы видите, все замечательно. Теперь можно приступать к склейке. Теперь, что касается склейки. Клеить мы будем на столярный ПВА. Он, на мой взгляд, наиболее лучше. Сначала прихватим вот эту часть. В качестве струбцин для прижима будем использовать крокодилы. Потом уже от этой части начнем выводить остальные. То есть выведем вот эту, а потом вот эту. Кстати говоря, можно еще с обратной стороны степлером пробить в нескольких местах. Вот у меня степлер со скобами 6 мм. То есть, учитывая, что здесь толщина самой ДВП 3,2, то, следовательно, мы получаем как раз 6,4. То есть, если хотите, можно сделать и так еще. Ну, на всякий случай. Но я этого делать не буду, потому что клей и так хорошо держит. Плюс здесь будет покрыто все лаком. И поэтому она вообще никуда не денется, никуда не оторвется. Соответственно, она же будет и хранением самих фишек. То есть на нее сделать просто бумажный чехольчик с распечаткой, как пенал. И она туда-сюда будет из него выходить. Не забываем, что после того, как мы уже все вырезали, мы откладываем все в правильной ориентации, чтобы у нас никуда ничего не подевалось и не забылось. Клея мы наносим не слишком много, потому что если его нанести слишком много, начнется скольжение. И деталь может потихоньку уйти. Нам этого не нужно, поэтому мы будем делать не слишком много клея наносить. Ну и опять же, не старайтесь его наносить мало, естественно. Вот примерно так как раз его будет достаточно. Потому что время схватывания у него 15 минут. То есть его нужно прижать на 15 минут. Дальше уже можно, в принципе, не держать его. Можно продолжать дальше работать. Пользоваться каким-либо другим клеем, в принципе, я не очень рекомендую. Потому что этот клей уже проверен. Он хороший. А уж пользоваться офисными ПВА, на мой взгляд, это вообще глупо. Потому что там непонятно, что там за клей ПВА. И клей ли там вообще. Вот так мы все это распределяем и оставляем на 15 минут. Ну вот, как вы видите, доска у нас готова. Осталось ее сейчас зачистить. Посмотрим, как у нас сюда все заходит. Ну, как видите, все замечательно. По другой стороне тоже сейчас посмотрим. На мой взгляд, очень неплохо получилось. Теперь, как вы видите, швов практически не видно. Здесь тоже не видно. Но я на всякий случай еще немножко промажу ПВА
с опилочками. Потом мы это все зачистим. Все это перемешиваем. Много наносить не надо. Сразу тряпкой стираем излишки, потому что их потом сложно будет снять, а зашлифовывать вы просто больше посадите наждачку. Поэтому мы аккуратно все прокрашиваем. Это все, естественно, зашлифуется и станет монолитом. Вот здесь не бойтесь мазнуть лишнего ПВА, потому что мы его все равно стираем. Его, конечно, желательно стирать влажной тряпкой, но можно и сухой. Вообще в кварц очень хорошо играть с детьми. То есть ребенку интересно составлять узоры. Ну вот, как вы видите, доска практически готова. Остались мелкие доработки. Осталась ее шлифовка. Но это достаточно быстро будет. И дальше покрытие лаком. Ну что ж, господа, мы почти закончили. Как видите, вот что у нас получилось. Сейчас мы зачистим. Как видите, съем материала идет очень легко. Когда зачищаете, давить на наждачную бумагу не нужно сильно, потому что абразивный элемент, который на ней, он сам все за вас сделает. Углы я закруглю. Вот смотрите, отсюда мы идем сюда, а отсюда сюда, чтобы нам просто не поднимать ворс. Углы мы сильно не будем закруглять, просто обозначим. Вот примерно так это у нас получается. Естественно, как вы видите, здесь немножко ворс поднялся, но шлифовка сейчас будет и здесь тоже. Ну что же, друзья, вот такая доска у нас получилась. Сейчас нам осталось ее только залакировать. Естественно, лакировку я сделаю только этой части. Потом нужно будет сделать лакировку этой части. И, соответственно, лакировку торцов. Лаком я буду пользоваться паркетным. Он создает хороший слой. Его достаточно одного раза. На кисть много лака не берем. И начинаем растирать. Если вы чувствуете, что кисть у вас начинает притормаживать, значит лака уже мало. Значит, нужно взять еще. И не бойтесь растирать его. Многие наносят лак. Такое ощущение, как будто они гладят котенка. Не надо этого делать. Лак, во-первых, это не какое-то нежное существо. Во-вторых, он не сразу высыхает. Сами понимаете. Поэтому его
Сначала лучше размазать, а потом уже выровнять. Вот теперь можно выравнивать. Выравнивать мы будем на все 4 стороны, потому что у нас здесь стоит окантовка, поэтому нам нужно, чтобы лак распределился как можно равномерней. Теперь по окантовке мы должны убрать излишки. Кисточку отжимаем. Не бойтесь, лак выровняется, он никуда не денется. Вот видите, здесь накопился. Теперь возьмем другую кисточку, более тонкую, для обработки края. Ну, возьмем вот эту. Она нам как раз подойдет. Также немного его берем. Чуточку отжимаем то, что нам нет необходимости. И начинаем прокрашивать. Опять же, тонкой кисточкой снимите излишки. Кисточкой, когда вы снимаете лак, старайтесь прокручивать по углам. Примерно вот так. Вот видите? То есть сложного тут ничего нету. Излишки лака, которые у вас есть сейчас на окантовке, их лучше сразу убрать. То есть приподнимаете и делаете протирку. Вот когда наносите на кант, наносите боком кисточки, а потом уже всей плоскостью растираете. Смотрим, все ли у нас здесь прокрашено. Где-то убираем опять же излишки. Ну вот, теперь ее можно на сушку. Завтра она уже будет готова. Я ее покрою либо вторым слоем лака, но немножко зачищу, конечно, потому что все равно ворс так или иначе он поднимется немного. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы с вами достаточно легко, я бы сказал, играючи, сделали игровую доску для игры квадс. Как делать фишки, я покажу в следующих роликах. Могу только сказать, что фишки — это офисная бумага 80 грамм плотностью, наклеенная точно так же на ДВП. Кстати, на доску можно было также сделать наклейку, но мне этого не захотелось. Конечно же, я покажу саму технологию наклеивания так, чтобы бумага не вспучивалась. Уважаемые друзья, если это видео вам понравилось, то подписывайтесь на наш канал, потому что вы понимаете, что если нет подписчиков, развитие канала продвигается очень медленно. В поисках его сложно найти. Ну и, конечно, должна быть мотивация для того, чтобы снимать видео. Поэтому подписывайтесь, оставайтесь с нами. На канале будет много интересного. До новых встреч на канале по изготовлению настольных игр Dice D13. Всего вам доброго. До свидания.